Здравствуйте, дорогие любители вязания! Давайте свяжем сегодня вот такой красивый узор. Ажур с маленькими косичками. Эти косички придают ажурным зигзагам рельефность, отчего узор смотрится фактурнее и интересней. Посмотрите, изнанка тоже очень красивая, из чего можно сделать вывод, что можно считать его двусторонним узором и вязать из него палантины, шарфы и другие подобные вещи. Давайте свяжем, я не буду останавливаться на схеме, узор несложный. Раппорт узора составляет 16 петель плюс 1 петля для симметрии узора. Мы набираем на спицы 19 петель вместе с кромочными. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый ряд. Сразу после кромочной изнаночная петля, лицевая, изнаночная, делаем накид. 2 вместе провязываем, 2 петли вместе провязываем изнаночной. Дальше 3 лицевых, 1 изнаночная, далее будет 3 лицевых, снова провязываем 2 вместе изнаночной, делаем накид, изнаночная, лицевая, изнаночная. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора петли вяжутся по рисунку. Накиды вяжутся лицевыми. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Изнаночные вяжем изнаночными, лицевые петли вяжем лицевыми. И накиды в этом узоре мы тоже вяжем лицевыми. Я буду изнаночные ряды пропускать. Я буду говорить только номер ряда. Не забывайте, что накиды вяжутся лицевыми. Третий лицевой ряд. 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, накид. 2 вместе провязываем изнаночной. Вот у меня петли лежат, изнаночная лежит удобно, лицевая лежит неудобно. Они по-разному лежат, и мне нужно развернуть лицевую петлю, чтобы провязать 2 вместе изнаночные, чтобы они одинаково лежали и красиво тогда ровненько провязались. 2 вместе изнаночные, 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевых, 2 вместе изнаночной, я разворачиваю петлю, далее накид, изнаночная, 2 лицевых и 1 изнаночная в конце ряда. В 4 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды вяжем лицевыми. 5 лицевой ряд, изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, делаем накид, 2 вместе вяжем изнаночной, 1 лицевая, изнаночная, лицевая, снова 2 вместе провязываем изнаночной, делаем накид, изнаночная петля, 3 лицевых и 1 изнаночная в конце ряда. В 6 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды вяжем лицевыми. 7 лицевой ряд, 1 изнаночная. Следующие 3 петли перекрещиваем вправо. Оставляем 1 петлю на дополнительной спице за работой. Я просто меняю петли местами. Вы можете взять дополнительную спицу, оставить 1 петлю на дополнительной спице за работой, первую петлю. Провязываем 2 лицевых, и петля, оставленная за работой, тоже вяжется лицевой. Далее будет 2 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной, накид,
2 изнаночных. И теперь 3 петли перекрещиваем в левую сторону. 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем лицевую петлю и петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. В конце ряда 1 изнаночная. В 8 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды лицевые. 9 лицевой ряд, 1 изнаночная, накид, 2 лицевых, 2 вместе вяжем лицевой с наклоном в левую сторону. Теперь у меня лицевая петля лежит хорошо, а вот изнаночная лежит неудобно. Я разворачиваю изнаночную петлю и вяжу 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее будет 2 изнаночных, делаем накид, 3 вместе провязываем изнаночной. Затем накид, 2 изнаночных. Теперь 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Далее будет 2 лицевых, накид и изнаночная петля в конце ряда. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды вяжем лицевыми. 11 лицевой ряд. 2 изнаночных, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе изнаночной, делаем накид, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, накид и 2 изнаночных в конце ряда. В 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 13 лицевой ряд. Сразу после кромочной делаем накид. 2 вместе провязываем изнаночной. 1 изнаночная. Снова делаем накид. 2 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 изнаночных. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 3 изнаночных и все. И в 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 15 лицевой ряд, 1 изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, изнаночная, 2 вместе изнаночной, накид и 1 изнаночная в конце ряда. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, не забываем, что накиды вяжем лицевыми. 17 лицевой ряд, 2 изнаночных, делаем накид, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, 3 петли перекрещиваем вправо, 1 петлю оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые, петля с дополнительной спицы тоже вяжется лицевой. Далее будет 1 изнаночная, 3 петли перекрещиваем влево, 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем лицевую петлю, петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. Далее будет 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной, накид и 2 изнаночных в конце ряда. В 18 изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку, накиды вяжем лицевыми. Это у нас последний ряд раппорта. Вот посмотрите, мы провязали 1 раппорт в ширину, 1 раппорт в высоту.
Смотрите, какой красивый рельефно-ажурный узор. Вязать его можно как из тонких ниток, здесь у меня в 50 граммах 200 метров, это акрил, так из ниток толстых, потолще. Ниточки у меня здесь в 50 граммах 135 метров, полушерсть. Ставьте лайки, если вам понравился узор, если вам понравился мастер-класс, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете, приглашайте к нам своих друзей. А я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!